Криптовалюта Dash. Dash Digital Cash – первая независимая платежная система на основе блокчейна. Подробности на dash.org. Всем привет! С вами снова Лиза и самые свежие Dash новости на канале RuCrypto. Поехали! Торговые пары с Dash были добавлены на eBitcoinX, что значительно повышает возможности для внедрения Dash в Африке. Расположенная в Гане eBitcoinX – криптовалютная биржа, которая работает для нескольких африканских стран и предлагает торговые пары для нескольких крупных криптовалют, включая биткоин, эфириум, биткоин кэш и лайткоин, а также несколько более мелких монет. О добавлении Dash в линейку вышеописанных валют стало известно на прошлой неделе. Добавление Dash на платформу eBitcoinX заполняет важный пробел с ликвидностью в регионе в целом и в Гане в частности. Местный спрос в Гане на покупку Dash уже давно превысил имеющееся предложение. Согласно главному представителю Dash в Африке Абдул Саламу, эта проблема заметно уменьшится благодаря новой интеграции. Эта интеграция – большая победа для внедрения Dash в Гане, потому что это долгожданное решение проблемы с наличием Dash в стране, и теперь люди могут легко и свободно покупать и продавать, обменивать фиат на Dash на eBitcoinX. Эта биржа, несомненно, является топовой криптовалютной биржей не только в Гане, но и в Нигерии, с различными возможностями для оплаты покупки, мобильные деньги, банковские платежи и PayPal. Dash теперь принимается в определенных магазинах по всей Гане и Нигерии. Также можно забронировать номер в отеле и заплатить Dash. Гана является одним из тех африканских регионов, где внедрение Dash происходит успешнее всего. На данный момент на сайте Discover Dash значится 9 бизнесов в этой стране, которые принимают Dash. Решение проблем с ликвидностью обещает оптимизировать процесс внедрения Dash в регионе. Средства для интеграции Dash были собраны сообществом Dash через краудфандинг. Интеграция с биржей eBitcoinX была профинансирована самим Dash. Swarm Fund, блокчейн для частных инвестиций, запускает токен мастерноды Dash, который представляет собой долю владения мастернодой Dash и включает пропорциональную часть вознаграждений и права голоса. Филипп Пипер, генеральный директор и сооснователь Swarm, подчеркивает, что им очень нравится система управления Dash, и они хотят дать возможность тем людям из сообщества, у которых нет 1000 Dash, получить полноценную мастерноду. Swarm планирует использовать модель голосования жидкой демократии, чтобы раздать право голоса всем владельцам долевых токенов мастерноды. Тим Лейс, сооснователь и менеджер по инвестициям, подчеркивает, что они планируют получить регистрацию в комиссии по ценным бумагам согласно нормативу и сделать токены доступными для широкой публики, чтобы еще больше их распространить. Кроме того, со временем они планируют исследовать и другие возможности ноды как услуги. О том, какие комиссии Swarm Funds будут брать за выплаты, пока не сообщается. Swarm Fund не первая компания, которая хочет запустить сеть частичного владения мастернодой Dash. Подобные программы существуют у Neptune Dash и dashmasternode.io. Теперь, когда еще одна компания предлагает услуги по совместному владению мастернодой, сеть Dash продолжает давать возможность пользователям с разным уровнем дохода участвовать в сети мастернод и получать за это пропорциональную долю валюты и голоса в зависимости от их вклада. Исследования, проведенные университетом штата Аризона, показывают, что сеть Dash может с легкостью масштабироваться он-чейн до более чем половины объема транзакций PayPal. Документ с научным докладом, который вскоре будет опубликован, называется «Распространение блока в сетях Накамото» и исследует эффективность масштабирования сети Dash до уровня массового использования, в основном путем увеличения размера блока. Особенное внимание в документе уделяется техникам транслирования транзакций по распределенной сети, чтобы уменьшить процент брошенных блоков при масштабном использовании криптовалюты. В докладе сделан вывод о том, что Dash легко может расшириться до блоков в 10 мегабайт, имея при этом 0,1 брошенных блоков. Интервал блока Dash составляет 2,5 минуты при 10 минутах у биткоина, и пропускная способность такого блокчейна станет эквивалентна примерно 40 мегабайтным блокам биткоина.
По словам соавтора документа, доктора Даррена Теппа, это даст Dash возможность конкурировать с крупными глобальными платежными сетями. Блок размером в 10 мегабайт сможет обрабатывать примерно 120 транзакций в секунду. Это чуть больше половины того количества, которое в среднем обрабатывает PayPal. Документ исследователей из Аризонского университета о распространении блоков Dash раскрывает долгосрочную жизнеспособность применения подхода он-чейн масштабирования к растущим платежным сетям, и это решение даже лучше, чем альтернативные методы масштабирования. Версия 12.3 стала доступна 3 июля. Она включает в себя доработки для PrivatSend, InstantSend и сети Dash в целом, а также закладывает основу для Dash Evolution. Это обновление было выпущено чуть раньше, в июне, чтобы его протестировало сообщество, но официально оно было представлено для широкой публики 3 июля после суперблока. Всем операторам MasterNode, биржам, пулам и эксплорерам необходимо обновиться до версии 12.3, а также следует перезапустить мастерноды, чтобы продолжить получать вознаграждение. В обновление входят новые функции сети для разработчиков, которые дают возможность создать множество независимых сетей, а также уменьшение количества входов, которые привязываются к каждому кошельку, улучшение функции приватности пользователя через устранение слияния мелких неприватных входов. Это обновление также вводит новый формат подписи для специальных сообщений в сети Dash, что вместе с другими обновлениями улучшит производительность Dash. Улучшение производительности очень важно для Evolution, поскольку в ней будет больше функций, в том числе список контактов, профили пользователя, сообщения, история уведомлений, децентрализованные приложения и множество других. Таким образом, сеть должна работать максимально эффективно не только чтобы справляться с этими новыми функциями, но и также выдержать поток новых пользователей, которых, как ожидается, привлечет запуск Evolution. Другие улучшения, которые были отмечены в примечаниях к релизу, нацелены на улучшение производительности и приватности для операторов MasterNode и пользователей через обновление PrivatSend. Команда Dash Venezuela воспользовалась краудфандингом, чтобы профинансировать подготовку 9-й Dash-конференции и 7-го Dash City, которые прошли 16 июня этого года, поскольку бюджет децентрализованной автономной организации в этом месяце был почти полностью исчерпан и не мог выделить средства на их проект. Dash Venezuela изначально намеревались провести 12 Dash-конференций по одной в месяц с целью сделать Венесуэлу первой Dash-страной. Обычно их мероприятия спонсировались из бюджета, потому что они приносили отличные результаты. Однако из-за снижения фиатного курса на Dash и крупных предложений Dash Core бюджет децентрализованной автономной организации сократился. Несмотря на это, команда нашла способ, чтобы провести конференцию. Они решили собрать средства на мероприятие собственными силами. Судя по количеству фотографий, опубликованных Dash Venezuela, на которых было видно очередь перед дверью и полностью забитое помещение, прошедшая на следующий день конференция пользовалась большим успехом, несмотря на все обстоятельства. Команда Dash Venezuela устраивает повторный сбор средств для 10-й Dash-конференции и 8-го Dash City в июле, и уже собрала немало. Взносы, сделанные сообществом Dash, говорят одновременно о щедрости и заинтересованности сообщества Dash. Этот случай в очередной раз продемонстрировал, что Dash имеет возможность адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, например, к временной перегрузке бюджета децентрализованной автономной организации. Такая возможность важна для дальнейшего роста Dash, потому что невозможно предсказать будущее и невозможно предусмотреть все варианты развития событий. Все криптовалюты подвержены этой проблеме, но Dash уверенно продемонстрировал способность эффективно адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и работать с ними. Спасибо, что остаетесь с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. С вами была Лиза. Пока!